Доброе утро, дорогие друзья! Меня зовут Игорь Абросимов. Подписывайтесь на мой канал, прежде чем смотреть это видео, не пожалеете. У меня будут интересные видеоролики о фотосъемках на железной дороге и в городе. Как вы знаете, от Москвы до Яхрома ходит электричка R2K 980. Эта электричка едет от Савеловского вокзала до Яхрома и везет лыжников. Дальше они пересаживаются в Икарусы, которые уже едут непосредственно до горнолыжных курортов, которые находятся рядом с Дмитровым. Эта электричка за последние пару месяцев стала просто культовой. Столько людей уже поехали ее снимать, это страшно представить. Настолько много, что даже на Таймпиксе запретили публиковать ее фотки, чтобы туда не хлынул поток одинаковых фотографий. Но и я, собственно говоря, не стал исключением. Вооружившись автобусным экспертом и экспертом по электричкам, я отправился в поездку, чтобы заценить новый сервис. Посмотрим не только на саму электричку, но и на автобусы, и в принципе, как все организовано. Поехали! Сегодня 2 января. Обкатываем электричку R2K 980. Разберемся, что с ней не так, а что в ней хорошо. Сейчас мы уже отправились с Савеловского вокзала до Яхрома. По ощущениям в ней ехать примерно как в ВП-2D. Здесь сделали новые стеклопакеты, провели крупный ремонт. И здесь хорошая шумоизоляция, поэтому его редукторов не слышно. К тому же редуктора сами наверняка промазали смазкой и починили. Таким образом электричка довольно тихая. Нету нужного ощущения. Где же ощущение от крутой ревущей эрки? Давайте же докопаемся до этой крутой ретро-электрички и посмотрим, что в ней не так по сравнению с обычной электричкой серии R2. Например, вот здесь должно быть сиденье, которое расположено как в метро, то есть вдоль салона. Оконные рамы не православные. Светильники не как в эрке. А еще она не ревет редуктором. Это что, туалет из ласточки? Это что, железные двери, крашеные серой краской? Это что? Следующая остановка – Яхрома. Посадка окончена. Двери закрываются. Икарусы. Бонусом к электричке идут вот эти замечательные Икарусы. Всего здесь 5 автобусов. Среди них Икарус 280.64, а также несколько 260-х Икарусов. Все эти автобусы на сегодняшний день являются очень редкими. Никакой из них вы не встретите на городских маршрутах. Но подробнее о них расскажет вам наш автобусный эксперт. Автобусы Икарус были любимы как у водителей, так и у пассажиров. За счет своей колоссальной вместимости. Мы с вами едем в Икарусе 280.64. Это автобус большой вместимости. Это настоящий Икарус. Настоящий по своим ощущениям, по своему звуку, по своим запахам. Здесь нет никаких евроклассов еще. Здесь двигатель Рабоманды 10. Это максимально аутентичный автобус. Автобусы данной модификации использовались не только в Москве, в Санкт-Петербурге, да и в огромном количестве городов Советского Союза и России. И, кстати, этот Икарус достаточно теплый, хотя система отопления здесь была все-таки несовершенна и прожорлива.
Это Икарус 260.51, двухдверный в пригородном исполнении. У него 2 ряда сидений, порядка 40 мест, вместительный, 1997 года. Данный автобус сначала поступил в Архангельск, где был служебным на заказных маршрутах. Затем был выкуплен, поступил в Волгоград, где был восстановлен до текущего состояния и носил музейный статус. После попал сюда, в подмосковную Яхрому, для обслуживания новой, скажем так, туристической темы с горнолыжными курортами. Выполняет рейсы по маршруту Т1 от станции Яхрома до горнолыжного курорта Сарачаны. Следует обратить внимание на его двери. Они так называемого планетарного типа. То есть это 2 полноценные створки, а не 4, как у других модификаций Икарусов. А между прочим, у него не родные задние фары. С вами был Автобус Мастер. Стоит отметить, что помимо самой электрички и крутых Икарусов, здесь в принципе этот сервис организован просто замечательно. Полюбуйтесь на эту чудную кафешку, которая находится на станции Яхрома. Здесь можно попить вкусный кофе с выпечкой. Также, в принципе, можно довольно неплохо погреться. Есть стеллажи для лыж и удобные лавки. Конечно, здесь есть крутые USB-розетки и обычные розетки. Что удивительно, здесь даже есть специальный полочек, чтобы положить то, что вы заряжаете, а не чтобы оно болталось на полу. Короче говоря, сделано все по-человечески. Вот такая вот раковина в этой кафешке. Не верите, да? Думаете, не раковина? Однако посмотрите сюда. Вот мыло. Вот вода. Вот сушилка. Будущее наступило, друзья. Рекомендую сюда приехать и воспользоваться. Кстати, прошу обратить внимание, что здесь вот на платформе есть нормальный пандус. Платформа для электрички тоже обустроена очень круто. Она сделана из дерева, из натуральных материалов. То есть все сделали замечательно, всю инфраструктуру. Пустили крутую электричку, сделали крутую платформу, поставили довольно неплохие лавочки, сделали кафешку. Я здесь живу. Вернемся, однако, к электричке. Я уже рассказал вам вкратце ее историю, а вот более подробно вам расскажет Марат. Esenmeses, товарищлар, minем СММ Марат, Эй, Марат, у нас больше русской аудитории, чем татарской. Да? Пардон. Ладно. Здравствуйте, друзья, меня зовут Марат, я вам расскажу немножечко про
данный агрегат. Это электропоезд R2К980. Выпущен он был на Рижском вагоностроительном заводе в 1972 году. Индекс К он получил в 2006 году, когда проходил капитальный ремонт с продлением срока эксплуатации на Московском локомотивремонтном заводе, так называемый КРП. В 1974 году прекратили выпуск таких вот кругломорных электропоездов, перешли на квадратные, поэтому это, можно сказать, один из последних, так сказать, магикан, которые были выпущены в таком исполнении. С завода этот электропоезд поступил в депо Москва-Октябрьская. В 1987 году был передан в Ленинград-Финляндский. В 2008 году он начал использоваться в качестве так называемой кукушки по маршруту в сторону Выборга под тепловозом М-62. После этого в 2012 году он был отставлен от эксплуатации. Его передали в депо Новомосковск. В 2019 году был перекрашен в зеленый цвет, естественно, и участвовал в различных поездках по типу Москва-Мытищи, таких вот ретро-поездках. И затем он перебрался сюда, стал ездить до Яхрома в качестве туристического такого вот экспресса. Уважаемые пассажиры, Приписан он теперь к Санкт-Петербургу-Балтийскому, но при этом обслуживается дирекцией скоростного сообщения и обслуживается локомотивными бригадами депо Лобня Московской железной дороги. А на сегодня это все. С вами был Марат, специально для канала Игоря Абросимова. Вот такая вот она, РДВК 980, дорогие друзья. Многие из вас, конечно же, скажут, она не аутентичная, она не советская, она не настоящая. И, конечно, в целом вы будете правы. В этой электричке не оригинальные форточки, не оригинальные светильники, не оригинальный, в конце концов, туалет, который поставили из ласточки. Но камон, это же электричка, на которой можно кататься, настоящий туристический поезд из прошлого. Даже в таком виде это уже огромный успех, что наконец-то у нас в России появился такой сервис. И более того, можно покататься на совершенно настоящих карусах. Эксперты говорят, что эти автобусы полностью натуральные, без каких-либо конструктивных изменений. Какие люди в Голливуде? Я и не ожидал встретить здесь, господа. Мишаня, Илья. Друзья, как нежданно-негаданно приехали наши товарищи из Чувашии. Это вот Михаил, эксперт в области фантазерства. К сожалению, он не говорит по-русски, поэтому перевести то, что он говорит, совершенно невозможно. Ну что же, сейчас моя любимая рубрика, в которой мы наконец-то выбираемся на перегон снимать эту самую РДВК 980. Давайте же посмотрим, что из этого получится. Погнали! Мы находимся на перегоне Яхрома-Икша. Соответственно, Яхрома у меня за спиной, а Икша прямо по курсу. Поскольку я не собираюсь снимать электричку с путей, как делал это много-много лет назад, я полезу сейчас на эту чудесную горку. Погнали! Ползет, красотка зеленая. Сейчас буду ее фоткать. Кстати, господа, я абсолютно точно уверен, что эту электричку сняли все. И москвичи, и подмосквичи, и люди из ближайших городов. Но на Трендбикс эту электричку выкладывать нельзя, там тут же начнется дикий срач. А у меня в комментариях можно. Поэтому выкладывайте ссылки на ваши фотографии с этой электричкой у меня в комментариях, и мы узнаем, какая из фотографий самая лучшая. Ну что же, на этом будем заканчивать наш сегодняшний видеоролик. Подписывайтесь на мой канал. В следующий раз поговорим об МОшке. Я туда недавно съездил в очередной раз с велосипедом.
Ролик я снимал сам, без оператора, но все равно получилось довольно интересно. Посмотрите, каково это кататься по лесам зимой на велосипеде. Можете также посмотреть вот эти видеоролики. До новых встреч, спасибо за просмотр.